Всем привет! Сегодня мы рассмотрим, пожалуй, одну из самых популярных радиоаппаратур для входа в FPV. И если вы только собираетесь начинать свой путь в FPV, то наверняка вам в 99% случаев посоветуют именно Radiomaster Pocket. И на это есть причина. Это полноценная аппаратура на Edge TX, это аппаратура на ELRS с модулем на 250 милливатт, и при этом стоимость данной аппаратуры в районе $65. Такого сочетания ранее не было, и, пожалуй, до сих пор никто не сумел такое повторить. Разберем все по шагам. Как правильно заказать, как правильно выбрать аппаратуру, которую вы будете покупать, какие требуются для нее аккумуляторы, как ее перепрошить, если мы купили, например, LBT-версию, а не FCC, на какие моменты обратить внимание при настройке, и самое главное, почему, по моему мнению, данная аппаратура подойдет далеко не всем. Интересно? Тогда смотри видео до конца и не забудь подписаться на канал, поставить лайк и оставить какой-нибудь комментарий, например, что вы думаете о Radiomaster Pocket. Ну а теперь поехали! И первое, на что надо обратить внимание еще на моменте покупки, это то, что Radiomaster Pocket бывает в двух вариантах. Он бывает со встроенным модулем ELRS, и он бывает со встроенным модулем CC2520. Это два различных модуля, взаимонесовместимых, и, скорее всего, вам нужен именно ELRS. Аппаратура с модулем CC2520 стоит чаще всего чуть-чуть дешевле, и часто люди по незнанию приобретают именно ее. Нет, этого не стоит делать, потому что в таком случае вы не сможете использовать вашу аппаратуру вместе с вашими обычными приемниками ELRS. Вам придется либо покупать новую аппаратуру, либо покупать внешний модуль, который стоит примерно как половина аппаратуры. И это совершенно ненужные телодвижения, поэтому с самого начала стоит обратить внимание, что вы приобретаете аппаратуру именно на ELRS. Или же вы можете приобрести аппаратуру Radiomaster Pocket в версии Crash. Стоят они абсолютно одинаково. Версия Crash — это вот, например, вот такая, которая имеет цветные варианты корпусов, и версия Crash выпускается только в ELRS-версии. Тут вы не промахнетесь. Также вы можете встретить обозначение FCC и LBT, что вас совершенно не должно пугать. Это просто разные региональные стандарты. Поэтому, если вы купили версию LBT и хотите получить версию FCC, вам достаточно просто сделать прошивку вашей аппаратуры. Как это сделать, я покажу далее в этом видео. Окей, с версией аппаратуры определились, мы ее заказали, она к нам и едет. И пока она едет, самое время подумать об аккумуляторах. Практически всегда Radiomaster Pocket продается без аккумуляторов, поэтому их потребуется приобрести отдельно. Radiomaster Pocket работает от двух аккумуляторов 18650, поэтому именно их вам и нужно будет приобрести. И здесь снова бывает ошибка, когда люди покупают аккумуляторы с выпуклым плюсом. Вам потребуется на самом деле купить аккумуляторы с плоским плюсом, так называемые flat top. Если же вы приобретете с выпуклым, то, вероятнее всего, они просто не влезут в их посадочные отсеки. В ближайшем туристическом магазине я купил вот две таких батарейки Литокала на 3500 мАч, и они вполне подходят для Radiomaster Pocket. Поэтому обращайте внимание, какие аккумуляторы вы для нее заказываете. Ну что ж, аппаратура у нас есть, аккумулятор у нас есть. Настало время посмотреть на нее поближе. Установить аккумуляторы, включить ее, посмотреть, какие органы управления у нас имеются и что вообще она из себя представляет. Поехали на стол. Сама по себе аппаратура компактная, легкая, но при этом в ней, как видите, есть все, что нужно. Да, скорее всего, все, что нужно ближе к дрончикам, к самолетчикам, она не уверен, что будет оптимально, но тем не менее. Одна из особенностей аппаратуры Radiomaster Pocket — это то, что стики у нее скручиваются и убираются в отсеке задней стороны, что и делает ее такой компактной вкупе со складной антенной. Стики у нас здесь современные, на Hall-сенсорах, но с укороченным ходом. Это удобно для фристайла и быстрых движений, но для плавных полетов вам потребуется привыкать. Для понимания почему, это просто обычная физика. Из-за короткого хода каждый миллиметр движения стика дает больше изменений в сигнале, и поэтому управление получается чуть более резким. Сама аппаратура приезжает к нам с установленными жесткими пружинами на стиках. Это, на мой взгляд, достаточно неудобно, хотя кому-то, может быть, такое нравится. Но у нас в любом случае есть возможность как расслабить натяжение пружин, так и вообще поменять пружины на более мягкие, идущие в комплекте. И, кстати, о комплектации. Что у нас приходит вместе с самим нашим покетом? Помимо самого покета к нам приходит, как обычно, комплект наклеечек.
Инструкция, небольшая инструкция, но не забывайте в нее заглядывать. Кабель USB Type-C на USB Type-A. Защитное стекло на экран. Вот такой вот пакетик с ключом для подтяжки наших пружин. И комплект не запасных пружин. Обычно это комплект более мягких пружин, которые вы можете установить. Ну и вот такой вот чехольчик. Да, жесткого чехла нам в Покетом не дают, нам дают вот такой вот мешочек, но тем не менее и это хорошо. Настройка жесткости наших стиков производится с задней стороны аппаратуры, то есть убираем вот эти наши резинки и получаем доступ ко всем нашим настроечным отверстиям. Здесь мы можем поменять сам режим работы нашей аппаратуры, какой из именно стиков, правый или левый, будет отвечать у нас за газ. Здесь мы можем чуть-чуть ограничить ход этих стиков, ну и, соответственно, изменить натяжение пружин. Для этого нам потребуется вот этот как раз комплектный ключик. Берем этот ключик, прицеливаемся хорошенько, и вот это отверстие, точнее болт, находящийся там в глубине в этом отверстии, отвечает за регулировку натяжения пружин по вертикали, а вот болт, находящийся в этом отверстии, тут даю стрелочкой помечено, отвечает за регулировку натяжения по горизонтали. Также, соответственно, и с другой стороны. Здесь также можно выбрать силу трения для стика, который отвечает за газ, то есть насколько легко он будет ходить. Но вот как раз-таки газ по умолчанию настроен нормально, а вот именно само натяжение пружин здесь великовато. Поэтому просто берем, прицеливаемся и начинаем крутить. Против часовой стрелки вращением мы расслабляем наши пружины. Чуть-чуть расслабим эту, попробуем попасть во второй, чуть-чуть расслабим эту. Ну и, соответственно, так вот проверяем. Ставим, естественно, стики сюда, устанавливаем и уже проверяем, делаем так, как вам удобней. Если же расслабление вы сделали уже по максимуму, а вам все равно стики кажутся слишком жесткими, то просто-напросто открываем полностью аппаратуру, берем вот эти комплектные пружинки, меняем их на более мягкие. Ну, а теперь уже можно, наконец, ставить аккумуляторы, включить аппаратуру и посмотреть, какие элементы управления у нас есть. Ну и аккумуляторы, соответственно, устанавливаются тоже вот сюда. Берем наши аккумуляторы, вот таким вот образом их сюда вставляем, стараемся не перепутать полярность. И на этом все. Аппаратура готова к работе. Естественно, надо вернуть наши накладки, и можно ее уже будет включать. Все связанные с управлением нашими моделями кнопки и переключатели сосредоточены на верхней грани. Тут у нас две двухпозиционные кнопки, одна моментальная кнопка, то есть без фиксации, которую можно перепрограммировать двухпозиционную, два трехпозиционных переключателя и одно колесико без выраженного центра. Также на верхней грани у нас имеется тренерский порт и USB Type-C для подключения к компьютеру. На лицевой панели у нас небольшой монохромный экран, достаточно яркий, два четырехпозиционных триммера, кнопка включения. Для того, чтобы включить эту аппаратуру, вам необходимо зажать и удерживать эту кнопку до того момента, как пройдет анимация. Роллер для перемещения по пунктам меню, кнопка SIS для входа в режим настройки самой аппаратуры, кнопка MDL для выбора модели и ее настроек. Вот здесь у нас блок кнопок RTN, Page вперед и Page назад для перемещения по разделам меню и, соответственно, выхода назад. И здесь же кнопка теле для быстрого перехода на экран телеметрии. Еще у нас на передней панели решетка динамика и небольшая петелька для крепления нашейного ремня. На нижней стороне у нас выход на наушники, USB Type-C для зарядки нашей аппаратуры и слот для SD-карты. И, кстати, о самой карте. На этой карте хранится вся операционная система нашей аппаратуры, поэтому без этой карты она просто не запустится. По умолчанию здесь установлена, вот в моем случае, карта на 512 мегабайт. Иногда можно встретить даже 256, как у меня когда-то попадало из Зора. И, в принципе, это нормально, потому что сам Edge TX занимает всего около 33 мегабайт. Но, если у вас будет возможность, я бы рекомендовал вам заменить эту карту на карту какого-нибудь более известного производителя. Не обязательно большого объема, поскольку нам все равно ее придется форматировать в FAT16, но главное, чтобы карточка была понадежней и побыстрее. Это дело не первоочередной важности, это сделать стоит, когда будет желание и возможность. Ну и на тыльной стороне нашей аппаратуры у нас имеются места для хранения наших стиков и разъем для подключения внешнего модуля наноформата. Так что если вы, например, захотите установить сюда передатчик ТБ
AWS Crossfire у вас такая возможность будет. Ну и вот, предположим, мы приобрели нашу аппаратуру, но приобрели ее в версии LBT, Listen Before Toll. Это формат региональный для Европы, но очень часто, да, практически всегда, все предпочитают использовать FCC, формат для Соединенных Штатов Америки. В этом случае нам будет доступно и 250 милливатт мощности, и некоторые другие плюшки. Поэтому давайте посмотрим, как аппаратура может... Упал полетный контроллер, ничего страшного. Поэтому давайте посмотрим, как же прошивается эта аппаратура. Кстати, прошивка аппаратуры позволит нам зашить в нее нашу бинт-фразу, что упростит нам дальнейшее подключение наших приемников к этой аппаратуре. Итак, нам потребуется скачать с GitHub Express LRS конфигуратор. Все это делается очень просто. Ну, а дальше включить нашу аппаратуру, подключить ее через верхний порт. Открываем скачанный Express LRS конфигуратор, выбираем здесь последнюю версию ELRS, раз уж все равно мы будем прошиваться. В таргетах выбираем Radiomaster 2.4, в девайсах выбираем Pocket. Ну и, соответственно, выбираем, что мы прошиваться мы будем через EdgeTX Pass-Through. Именно этот режим мы только что и включили. Скрипт можем скачать для того, чтобы потом забросить его нам на флешку. Если вы обновляетесь с какой-нибудь старой версии, то это желательно очень сделать. Ну и здесь, соответственно, выбираем наши опции. Если мы хотим использовать FCC, выбираем 2,4 ГГц ISM стандарт, вбиваем нашу биндинг-фразу. Это не секрет какой-нибудь, это не тайна, это фраза, которую вам бы хорошо запомнить. Это просто та фраза, которая позволит вашему приемнику общаться с вашей аппаратурой. Передатчик и приемник с одинаковой биндинг-фразой, соответственно, понимают, что они принадлежат одному человеку, и им бы следовало понимать команды друг друга. Вбиваем какую-нибудь биндинг-фразу, запоминаем ее, это нам в дальнейшем пригодится. Ну и, соответственно, здесь выбираем появившийся наш порт и нажимаем «Флэш». Все, пошла прошивка, ожидаем, когда она закончится. Все, прошивка успешно завершена, и этим мы не только перевели наш Pocket из режима LBT в режим FCC, если нам это было необходимо, но и зашили в него нашу биндинг-фразу. Это нам поможет в дальнейшем коннектиться к нашим приемникам. Как видите, ничего сложного в этом нет. Проблемы могут возникнуть только если вы, например, обновляетесь с какой-нибудь версии LRS 2.0, 2 с чем-то на третью, но покетов на двушке я ни разу не видел, поэтому, в общем-то, этой процедуры бояться не надо. Итак, с прошивкой разобрались. Теперь давайте зайдем в меню моделей и посмотрим, что там включено по умолчанию. Здесь тоже бывают нюансы, о которых важно знать. Когда вы открываете меню моделей, вы увидите модель FPV дрон и, возможно, сразу же ее выберете. Звучит это вполне логично, ведь у вас как бы дрон, поэтому выбираем такую модель, и у нас ничего не работает. В этой модели по какой-то причине выключен внутренний передатчик, и из-за этого дрон, соответственно, не будет получать сигнал, потому что мы его просто не передаем. Ну а скрипт Express LRS будет зависать на этапе загрузки. И в чатах это один из самых частых вопросов, почему у меня зависает скрипт Express LRS. Чтобы все заработало, нам нужно просто включить внутренний модуль вручную. Для этого мы заходим вот сюда в Model Settings. На первой же странице выбираем Internal RF, выбираем ON, выбираем по умолчанию стоящий протокол Crossfire. Именно так в STX обозначен Express LRS. И на этом все. Теперь у нас наш внутренний передатчик работает. Теперь мы сможем запустить полноценный скрипт Express LRS. И, соответственно, наши модели тоже будут биндиться с нашей аппаратурой. Ну и поскольку мы только что научились, как включать и выключать внутренний модуль передатчика, будет логично сделать отдельный профиль для симулятора. Если вы, например, пока не планируете запускать дрон, а собираетесь летать в симуляторе, или же если симулятор ваш лучший друг и вы собираетесь летать к ним регулярно, что в принципе является хорошей идеей, то для того, чтобы продлить жизнь нашим аккумуляторам, логично будет выключить внутренний модуль передатчика, пока мы его не используем. Делается это все точно так же очень просто. Берем, например, вот эту модель, копируем ее, дублируем, вставляем.
переименовываем ее в SIM, и здесь же на первой странице находим меню внутреннего передатчика и выключаем его. Все, в данной модели у нас выключен передатчик. Теперь мы можем летать в СИМе, не грея эфир и не сажая наши аккумуляторы лишний раз. И, в принципе, на данном этапе мы, наверное, все разобрали. От покупки до прошивки и какой-то первоначальной настройки. Теперь давайте подведем итог, кому же Radiomaster Pocket подойдет, а кому стоит хорошенько подумать. Pocket реально классная аппаратура. За свои деньги на рынке до сих пор нет ничего похожего, да и не уверен, что в ближайшее время появится. Она легкая, она недорогая, она полнофункциональная, все-таки 250 милливатт, все-таки полноценный Edge TX. Это действительно хорошо. Она прекрасно подойдет для того, чтобы стать вашей первой аппаратурой. Например, пока вы летаете еще только в симуляторах, выбираете себе дрон. Она прекрасно подойдет для каких-то быстрых вылазок на природу, еще куда-то, когда вам не нужно тащить с собой полноценный FPV-рюкзак, забитый дронами, а вам хочется какой-нибудь мелкий дрон, мелкую апу, вот бросили в рюкзак и вперед. Как вторая аппаратура, она тоже неплохо подойдет на случай, если с вашей основной вдруг какие-то возникнут проблемы. Например, вам придется менять материнскую плату, не будем показывать пальцем. Но, к сожалению, данная аппаратура не подходит мне. Сейчас будет несколько моих абсолютно субъективных мыслей, но рекомендую все-таки к ним прислушаться. У меня не самые маленькие руки. Да, не самые большие, но тем не менее и не самые маленькие. И летать я привык щипком. То есть, когда держим наш стик двумя пальцами. И в этом случае где-то после второго аккумулятора у меня просто начинает сводить ладонь от неудобного положения, и где-то вот внутри сводит мышцу, достаточно неприятно, и достаточно долго ее не отпускает. Не самое приятное ощущение, мне не понравилось. Ребята в чате в Телеграме пишут, что к этому можно привыкнуть, это где-то через 2-3 дня проходит, становится уже нормально все абсолютно ее держать, никаких проблем с этим нет. Но я лично не стал заставлять себя к этому привыкать, я вернулся на свою полноразмерную аппаратуру и на ней и летаю. Напомню опять-таки, что если вы летаете, держа стики большими пальцами, никаких проблем у вас тоже не возникнет. Проблемы возникают именно при крупных ладонях, которым эта аппаратура кажется маловато, и при попытке летать на ней щипком. Есть еще дополнительные варианты. Народ предлагает, например, сделать проставки, чтобы углубить стики внутри аппаратуры. Можно сами стики чуть удлинить, но это в первую очередь, конечно, поможет для того, чтобы увеличить чуть-чуть точность управления за счет того, что это не полноразмерные стики, но никаким образом не повлияет на ее размеры. И, кстати, о стиках у меня лежат еще вот такие AG01 Nano. Я их тоже планирую поставить. Эти стики алюминиевые, стоимостью примерно как сама аппаратура, то есть удваивает стоимость аппаратуры. Я их хочу попробовать установить, я хочу попробовать на них тоже полетать, но, честно говоря, я сомневаюсь, что это что-либо изменит, поскольку, опять-таки, стики — это стики, а размеры аппаратуры — это размеры аппаратуры. В любом случае, если вам интересно посмотреть, как устанавливают стики AG01 Nano в данную аппаратуру, пишите в комментариях, сделаю отдельное видео. Ну, а на этом все. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем счастливо и всем пока.